квадратный метр. Друзья, переходим к следующему слайду, и здесь мы с вами будем уже говорить о том, что произошло за год, и сравнивать. Это очень важно. Почему? Потому что, в общем-то, вы помните, все познается в жизни в сравнении, поэтому мы будем сравнивать июнь 2026 года с июнем 2025 года. И давайте с цифрами попробуем разобраться в тех процессах длиною в 1 год. Традиционно у нас центральный регион Киев, Винница, Житомир, Черкассы, Крапивницкий. Здесь я буду, в общем-то, как оно делать, ранжировку, где больше, где меньше подорожала недвижимость, и обращать ваше внимание на аномалии. Итак, что бросается в глаза, что город Черкассы, мы разобрались, что где самая дорогая недвижимость, где самая бюджетная, а вот что произошло в плане роста в процентном соотношении, город Черкассы занял место номер 1 по росту стоимости квадратного метра. И неудивительно, это связано с тем, что город Черкассы находится прямо в самом центре Украины, относительно, в общем-то, как оно, бюджетное жилье, есть куда расти, относительно спокойно с точки зрения обстрелов, достаточно большие миграционные потоки, и все это вот вызвало такой бум роста стоимости именно в городе Черкассы, 10,54%. На втором месте город Крапивницкий. Здесь тоже есть куда расти, хотя Крапивницкий он находится ближе к северо-восточной части Украины, тут менее безопасно. Но так как самая дешевая недвижимость, естественно, она показала нам динамику роста за год 9,07%. Практически одинаково видим рост в Виннице, это 6,33%, город Житомир 6,77%. Ну, а город Киев, друзья, переполнен мигрантами, то есть традиционно считалось, что город Киев является самым безопасным местом, и действительно, я уже 9 месяцев не живу в городе Киеве, но перед отъездом я, в общем-то, обращал внимание, что людей на улице стало больше. До войны 3 миллиона населения, официальная статистика. Сейчас я думаю, что 3,5 это как минимум количество людей, которые проживают в городе Киеве. Соответственно, переоценен рынок в условиях войны. И видим, что подорожала недвижимость всего лишь на 1,34%. Напомню вам, это в течение года. Такой незначительный рост. Переходим к западной части Украины, западный регион. И здесь, друзья, что мы видим, что наибольше всего у нас подорожала недвижимость в городе Луцке на 14,66%. Ну, вы просто сравните вот в процентном соотношении, это очень хорошо видно. Западный регион является абсолютным лидером, растет стоимость квадратного метра как минимум в 2 раза быстрее, чем в других регионах. Это неудивительно, потому что Западная Украина туда и перевозят, в общем-то, заводы, газеты, пароходы, говорят, что там менее безопасно, хотя вот я не знаю, насколько сейчас, где безопасно в Украине. Но так или иначе, об этом говорят с каждого утюга. И, естественно, стоимость квадратного метра недвижимости растет. Дальше мы видим, что по стоимости на втором месте город Тернополь. Город Тернополь показал нам динамику роста 13,94% за год, друзья. Оп, извините. И следом за ним идет город Ужгород. Город Ужгород показал динамику роста на 13,68%. Ну и дальше город Хмельницкий 13%. Город Ивано-Франковск 12%, примерно в одну стоимость, вернее, с одинаковой динамикой дорожает недвижимость в городе Ровно и городе Черновцы. Город Ровно 10,71, город Черновцы 10,45%. Ну и город Львов, друзья, это город, который догнал по своей стоимости город Киев, то есть жилье переоценено. Несмотря на то, что считается, в общем-то, Западная Украина относительно спокойная, но сейчас нигде не спокойно. И видим, что рост всего лишь 8,24% за год в стоимости квадратного метра, что, в общем-то, существенно отличается от города Киева, где всего лишь 1,5% рост за год. Переходим к Причерноморскому региону и видим, что
Город Одесса, рост за год 2,66%. Город Николаев традиционно показывает на протяжении 4 лет с половиной, это война, длится такое количество времени, снижение на 3,06%. Город Одесса с какого-то перепуга в 2025 году стала показывать динамику роста. Потом незначительно мы 3 месяца в 2026 году наблюдали динамику снижения, и теперь июнь, июль, вернее, и май, июнь опять растет незначительно. То есть, вот видите, так себя неадекватно, как я говорю, ведет рынок недвижимости при фронтовых, так сказать, областях и городах. Переходим, вот здесь точно аномалия. Харьков, Полтава, Чернигов, Сумы. Северо-восточная часть Украины, наибольше всего подорожала недвижимость, город Полтава. Здесь это все можно объяснить, понятно, она находится ближе к центру, ну, к центральной части Украины, и видим, что по стоимости впервые за многие годы, которые я исследую рынок недвижимости, стоимость в Полтаве обогнала город Харьков. На втором месте город Харьков, многострадальный, 4,57%. Мне написали подписчики, что в городе Харькове на сегодняшний день много переселенцев, и порядка 1 200 000 находится население. То есть по информации от, я так понимаю, мэра, там, Терехов, ну, я что-то в этом сомневаюсь, но люди написали с Харькова, поэтому будем принимать на слово, да, и понимая, что город Харьков один из городов, который, ну, реально уже долетает вот эти кабы, да, и рост стоимости здесь, который мы стали наблюдать в 2020, напомню вам, шестом году, но он абсолютно неуместен, абсолютно нелогичен. Но я фиксирую цифры, показываю вам, при этом высказываю свое мнение, что так не должно быть, и, скорее всего, мы стоим на пороге грандиозного шухера. Кто смотрит меня давно, я об этом говорил перед началом войны. То есть рынок недвижимости не может себя вести подобным образом. Почему не может, будем разбираться чуть позднее. И, друзья, что видим, что потом за городом Харьковом по стоимости 2,29% идет город Чернигов, город Сумы, рост 1,95%, также видим за один год. То есть наименьше всего подорожала недвижимость в городе Сумы, ну почти на 2%. Ну и переходя к городу Днепр, друзья, мы видим здесь что? А видим, что город Днепр показывает нам незначительную динамику роста в годовом измерении, плюс 0,56%. Это с 2025 года, с июня месяца мы наблюдаем рост. Теперь в 2026 году мы видим последние 3 месяца как динамика снижения, то есть рынок недвижимости в Днепре не растет, снижается, но остается еще положительная динамика. Ну, цифры это хорошо показывают. Ну и город Запорожье, многострадальный, друзья, тоже здесь мы видим, что снижение 4,09% за год. Итого, подводя итоги, видим вот эту всю общую картинку, да, декомпозированную уже по областям, по регионам. Видим, что за период 1 год снижается стоимость традиционно город Запорожье, город Николаев, да, а все остальные города где-то больше, где-то меньше, динамика положительного